Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я сделала подборку из 7 роскошных и в то же время недорогих посредством десертов, которые готовятся без выпечки, без применения сливок, дорогостоящих сыров. В итоге получаются роскошные блюда на сладкий стол, которые зачастую заменят даже целый торт. Очень вкусно и очень быстро все это делается. Сегодня готовлю зимнюю классику. Яблоко-корица – десерт, который поражает своей простотой в приготовлении и в то же время получается необыкновенно вкусным, сочным. Нравится как взрослым, так и детям. Съедается такой десерт молниеносно, по-другому сказать не могу. Готовить буду его из самых простых и доступных продуктов. И не буду применять в моем приготовлении ни единой капли жира, масла и никаких яиц. Итак, сначала приготовим яблоки. Для этого десерта мне понадобится 2 крупных яблока кислых сортов. Очищаю яблоки и нарезаю мелким кубиком. Яблок общее количество уже очищенных и нарезанных на кубики яблок должно быть не менее 400 грамм, то есть 400-450 грамм яблок. Нарезаю таким образом. Выжимаю сейчас уже на порезанные яблоки сок от половины одного лимона. Делаю я это намеренно, потому что все равно кислоты моих яблок здесь не хватает в этом десерте, чтобы не был он пресным. Это важно. Если у вас яблоки очень кислые, можете оставить так, без лимона. 8 грамм ванильного сахара, 50 грамм сахара туда засыпаю, 250 миллилитров яблочного сока. Сок у меня покупной, он без сахара, но он такой сладковатый все равно этот сок. Добавляю сначала 1 ложку корицы и потом еще одну добавлю, чтобы она у меня не пошла одним комком, просто чтобы она лучше размешалась. И здесь по вкусу можете 2 ложку уже не добавлять, я добавляю. Сок здесь обязательно нужно брать без мякоти. Еще 250 мл яблочного сока, 50 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваю. Отправляю на плиту и довожу до кипения. Когда они закипели, я их провариваю примерно около 5 минут на полном огне. Дольше варить нельзя, иначе они превратятся у нас в кашу. Сейчас сокращаю до умеренного огонь, выливаю туда всю крахмальную смесь и варю это все до закипания. Когда пойдут первые пузыри, провариваю еще примерно 30 секунд на умеренном огне при непрерывном помешивании. Смесь у нас загустеет и станет прозрачной и красивой. Так это и должно быть. Когда хорошие уже пузыри, такие активные очень пойдут, и когда загустела смесь, стала прозрачной, снимаем все это с огня. 150 миллилитров сока яблочного, опять этого же прозрачного, беру для пропитки печенья савоярди. Примерно 15-18 штук печенья здесь потребуется. Недавно у меня вышло видео, как дома можно очень легко и просто приготовить печенье савоярди. У меня в данном случае покупное печенье, но вы можете сами испечь. Размер формы 27 на 18 сантиметров. Это просто раздвижная кондитерская рамка. Здесь можете использовать любую форму, даже круглую. Как только выложили все печенье, сразу же выливаем всю яблочную смесь. Ничего ждать нельзя. Когда вышел пар, чуть-чуть подостыло, ставим в холодильник на 20 минут примерно. Можно на полчаса убрать. 50 грамм сахара, 40 грамм кукурузного крахмала. Все это я просто перемешиваю и отставлю пока в сторону. 500 миллилитров молока холодного здесь у меня. Часть от этого молока я вливаю просто для того, чтобы у меня разошелся сахар с крахмалом.
Вливаю обратно все это в молоко. Добавляю также 1 чайную ложку корицы к молоку и 1 пакетик ванильного сахара. Иду сейчас все это уваривать. На умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании довожу всю эту смесь до кипения. Когда пошли первые пузыри, я провариваю еще примерно 30 секунд, чтобы смесь загустела. К тому времени яблочный слой уже должен очень хорошо схватиться и застыть у нас. Вот это важно. Можно уже снимать с огня. Как видите, ни масла, никаких жиров я здесь не использую, как я и обещала в начале видео. Если вы новичок, лучше здесь выливать всю эту массу через силиконовую лопатку. Сначала льем на лопатку, либо же на шумовку, как вам удобнее, чтобы аккуратно очень распределялась масса, если у вас нет такого хорошего опыта. Минимум на 2 часа убираем в холодильник. У меня прошло примерно 2 часа. Слой уже очень хорошо схватился, и средний, и верхний. Аккуратно снимаю рамки. И теперь уже можно нарезать на порционные кусочки. Вот так вот я линейкой делаю разметку. То есть я это разделила на 15 порций. Украшаю здесь веточками розмарина. Также украшаю зернами граната и кокосовой стружкой. У меня получилось 15 порций. Смотрится очень красиво. Вы можете шоколадом также это украсить, чем вам нравится. Можете просто кокосовой стружкой покрыть. Можете кусочками яблока также проваренного, какого-то карамелизированного это украсить. Все на ваше усмотрение. Десерт вкуснейший. Съедается молниеносно. Вместо печенья савоярди можете здесь использовать любое печенье. Либо же бисквит испечь. Тоненький, маленький. Именно на эту форму. Как испечь такой бисквит, я вам ссылочку оставлю в описании к данному видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. В данном видео я делаю незабываемо вкусный, легкий, освежающий апельсиновый десерт Касабланка. Десерт превосходно подходит в качестве десерта после очень плотного застолья. Настолько он хорошо освежает, настолько он легкий. Готовить я его буду сам десерт, без шоколада, я имею в виду, без яиц и молока. Украшать здесь можете на ваш вкус. Итак, с одного апельсина я сейчас снимаю цедру. Апельсин такой достаточно крупный. Цедру нужно снять аккуратно, чтобы ни капелька белого слоя не попала у нас потом в продукт. Вот такая оранжевая цедра должна у нас получиться. Из 1 килограмма апельсинов я выжимаю сок. Возможно, ваших апельсинов понадобится 200 килограмм. Все будет зависеть от качества, именно от толщины кожицы ваших апельсинов, которые вы будете брать. Конечно же, вы можете взять и готовый апельсиновый сок. Но даже если вы будете брать готовый сок, я советую все-таки цедру 1 апельсина туда добавить, чтобы была насыщенность именно вкуса. Сейчас 300 мл сока я отливаю и буду доводить это до кипения. И 100 мл я оставляю здесь и потом разведу в них крахмал. Сразу отвечу на вопрос в комментариях. Конечно, вместо апельсинов можно здесь использовать мандарины. 100 мл сока отставляю пока в сторону. Добавляю сейчас к соку всю цедру и довожу до кипения, но не кипячу. 30 грамм сахара у меня здесь, 35 грамм кукурузного крахмала. Апельсины у меня сладкие, поэтому я беру всего лишь 30 грамм сахара. 100 мл оставшегося сока. Я просто развожу весь свой крахмал здесь.
Не было, чтобы комочков. Развести нужно хорошо. Как видите, я не добавляю ни яиц, ни желтков, ничего. Иду сейчас, довожу всю эту смесь до кипения. Закипает смесь с цедрой. И добавляю туда аккуратно всю крахмальную смесь. И теперь при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном на умеренном огне я довожу всю эту смесь до кипения. Когда пойдут первые пузыри, провариваю еще примерно 30 секунд и снимаю все это с огня. Добавляю сейчас туда 30 грамм холодного сливочного масла, чтобы смесь побыстрее охладилась. Все это перемешиваю и уже разливаю порционно в ту посуду, в которой я и буду подавать. Вот это уже важно, чтобы посуда у вас уже была готова. Также очень важный момент, что после того, как мы ввели масло, ничего здесь ждать нельзя, иначе масса загустеет. Сразу же нужно разливать по порционным стаканам или розеткам. У меня получится 4 порции. Сейчас, как только пар выйдет из этого всего, я сразу же поставлю это в холодильник. Примерно на 1 час. То есть этот десерт можно готовить не то, что когда гости на пороге, а когда гости уже сидят за столом. Убираю в холодильник. И в это время я сразу же буду охлаждать ингредиенты для шоколадного крема. 100 мл сливок для взбивания я довожу до кипения, но не кипячу. Очень быстро закипела эта масса. Добавляю туда 50 грамм шоколада, 40% какао. Это все на ваше усмотрение. Вы можете и молочный шоколад брать, можете горький вообще взять, а можете вообще не украшать этим кремом, а просто посыпать какой-то посыпкой или же конфетами просто украсить. Как вы захотите. Это я просто показываю, что был богатый очень вкус у этого десерта. Вот с шоколадным кремом просто изумительно вкусно получается. Убираю также на час в холодильник. По прошествии 1 часа все массы у меня уже застыли, охладились. Я взбиваю сейчас до устойчивых пиков. Шоколадная вот эта масса очень хорошо взбивается. Сливки не менее 30% жирности. Если у вас есть, допустим, какой-то сыр сливочный, вы также можете с растопленным шоколадом взбить. Если у вас, допустим, нет сливок под рукой. И третий вариант, который прекрасно также взобьется без сливок и сыра. Для этого следует взять 70 мл сливок, 30 грамм сливочного масла, довести также до кипения, в этой горячей массе растопить 50 грамм шоколада, остудить, и все прекрасно взобьется. Рецепт я оставлю в описании. Перекладываю все это сейчас в кондитерский мешок. Насадка здесь у меня кондитерская 1М, большая звездочка. Вы можете любую насадку брать, которая у вас есть в наличии. Насадка звездочка здесь потребуется. Украшаю вот такими розеточками, самыми примитивными, самыми простыми, показываю для новичков. И все, десерт уже в принципе готов. Сочетание изумительное получается. На крупной терке вот так вот сняла цедру с апельсина, посыпаю этой крупной апельсиновой цедрой и обычной сахарной шоколадной посыпкой. Десерт готов, десерт изумительный, без желатина готовили. Как вы видите, все прекрасно застывает. Вкуснейший. Сахар регулируйте по вашему вкусу именно ваших апельсинов. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, очень легкий, зимний бюджетный десерт вьюга. Десерт этот готовится очень просто и быстро из самых простых и доступных продуктов. Без выпечки его будем готовить, без красителей, без желатина. Всегда все получается. Здесь у меня 150 грамм свежемороженой черной смородины. Добавляю туда 50 грамм сахара и довожу все это до кипения и снимаю с огня. Сразу отвечаю на вопрос, вместо черной смородины можете брать любую другую кислую ягоду. Здесь 1 литр молока, щепотка соли. Туда же я добавляю 16 грамм ванильного сахара и 100 грамм сахара. Все хорошо перемешиваю и добавляю туда 110 грамм кукурузного крахмала. Именно кукурузный нужен крахмал. Сейчас на умеренном огне в кастрюле с толстым дном довожу все это до кипения. Здесь кастрюлю можете брать, если вы новичок, пошире, конечно. При непрерывном помешивании обязательно помешивать нужно. Когда смесь закипела, провариваю ее еще примерно 2 минуты, потому что объем большой и проваривать нужно дольше. И когда прошло 2 минуты, смесь загустела, я ее снимаю с огня и тут же уже в заранее заготовленную форму выливаю всю эту пудинговую смесь.
Форма у меня здесь кексовая, Гугельхупф. Верх у нее 24 сантиметра в диаметре. Она очень удобная для таких десертов. Можете силиконовую брать форму. Ждать здесь ничего нельзя. Сразу еще очень горячую массу я всю выливаю в форму. И еще не до конца остывшую вот эту смородиновую смесь я выкладываю просто на пудинг. Все это делается элементарно просто и быстро, справится даже новичок. Если у вас нет такой формы, вы можете делать просто в круглой форме для выпечки или в какой-то миске поставить в центре просто стакан. Все на ваше усмотрение. Можете по стаканам это разлить. Из стаканов тоже прекрасно все это будет отделяться и потом можно переносить на тарелку. Делаю такие как бы прокручивающие движения ложкой, чтобы погрузилась смородиновая масса уже в пудинг. И если вы заметили, я в смородиновую массу намеренно не добавляла крахмала, чтобы вся эта масса при раскусывании была очень такой нежной и подвижной, а не таким желейным комком. Сверху я все это сейчас закрою просто обычными печеньками. Вот эта смородиновая масса, она дает очень красивые цвета в этом пудинге потом при застывании. От темно-синего к сиреневому, к такому розово-бордовому. То есть здесь будет очень необычная цветовая гамма и совершенно натуральный, без всяких красителей. Убирала я в холодильник все это на 3-4 часа. Слегка ножом вот эти краешки я отделяю от самой формы. Сам десерт от формы отделяется превосходно. Переложила на блюдо, посыпала крупной кокосовой стружкой. Вы можете мелкой кокосовой стружкой, можете другими орехами посыпать. И вот такой прекрасный в разрезе, нежнейший, очень освежающий этот десерт получается. Этот десерт прекрасно подходит для чаепития после такого плотного застолья. То есть он очень освежающий на вкус, с такой хорошей кислинкой от черной смородины и необыкновенно просто вкусный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. Я готовлю необыкновенно вкусный и очень-очень быстрый десерт мокка. Десерт этот готовится очень просто и быстро, и благодаря этой рецептуре получается просто бомбически вкусным. Итак, 150 мл молока. Добавляю туда 2 столовые ложки растворимого кофе, 2 желтка. Лучше брать здесь желтки. На просто целое яйцо я заменять здесь это не советую. Туда же я отправляю 100 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара. Сахара количество тоже я убавлять здесь не советую, иначе будет уже горчить вся эта масса. Также я добавляю туда 30 грамм кукурузного крахмала, 20 грамм какао-порошка. Какао-порошок у меня здесь не алкализованный. Также все перемешиваю. 350 грамм молока я практически довела до кипения. Вливаю в это горячее молоко сейчас всю шоколадную кофейную смесь. Перемешиваю очень хорошо. Довожу эту всю смесь до кипения при непрерывном помешивании на умеренном огне в кастрюле с толстым дном. Как только смесь закипела, провариваю ее еще примерно 30 секунд и снимаю уже с огня. Сразу же ничего здесь не жду, я добавляю в эту смесь 50 грамм молочного шоколада. Именно молочного шоколада, а не темного, потому что мы уже добавили здесь хорошее количество какао. И также добавляю туда 20 грамм холодного сливочного масла. Все очень тщательно перемешиваю и сразу же ничего не жду, разливаю по тем емкостям, в которых я буду подавать этот десерт. Я здесь для видео, для наглядности использую очень крупные емкости. Конечно же, этот десерт рассчитан минимум на 4 порции, и также на 5 и на 6 порций можно разлить, если у вас будут такие небольшие емкости. Украшаю я просто обжаренным фундуком. Украшать нужно сразу, чтобы, если вы хотите орешки какие-то, чтобы они хорошо у вас держались на поверхности. Очень советую здесь также взбить сливки, просто украсить розеточкой из взбитых сливок. Убирала в холодильник буквально на полчаса. Очень хорошо схватывается благодаря шоколаду, благодаря крахмалу и желткам в этом десерте. Получается необыкновенно просто вкусный десерт. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Очень легкий йогуртовый десерт без выпечки. Десерт, который съедается мгновенно, нравится как взрослым, так и детям, выглядит внешне очень красиво. Здесь главное знать пропорции, как правильно его приготовить. Мусс йогуртовый. Все покажу, расскажу в данном видео. Готовить я его буду без сливок, без использования сыров дорогостоящих, из самых простых продуктов.
Здесь 300 грамм обычного песочного печенья я измельчаю в измельчителе. Также, если у вас нет измельчителя, вы можете измельчать это все просто в пакете с помощью скалки. Все на ваше усмотрение. Кто хочет сделать основу для этого десерта менее калорийной, здесь следует брать либо печенье савоярди, либо самим испечь бисквит, который будет нежирным также. Здесь буквально следует испечь бисквит такой небольшой из расчета порции на одно яйцо. Я ссылочку вам оставлю в описании на торт «Птичье молоко». Я там использую такой бисквит в качестве основы для того торта. И как раз вот в форме данного размера можно испечь будет этот бисквит. 100 грамм растопленного сливочного масла туда добавляю. Все это перемешиваю и добавлю туда еще примерно 50 мл молока комнатной температуры, чтобы масса просто лучше объединилась. Если же вы хотите также сделать из печенья, но без масла, можно слегка, буквально здесь по капельке, добавлять молоко и посмотреть по консистенции, чтобы просто масса элементарно держала форму. И тогда вся эта основа будет менее калорийная. Здесь форма у меня для выпечки разъемная, 29 см в длину, 11 в ширину и 6 см в высоту. То есть это стандартная такая кексовая форма. Формы подобного размера продаются везде, поэтому проблем здесь, я думаю, нет с этим. 20 грамм желатина. Заливаю я холодной кипяченой водой, здесь воды у меня 120 мл, перемешиваю сразу и отставляю в сторону для набухания. Здесь я беру по вкусу фрукты и ягоды, фрукты, которые продаются всегда в супермаркете круглый год. Здесь я беру 4 мандарина среднего размера, 2 киви, 2 груши среднего размера, 400 грамм клубники свежей и 150 грамм винограда без косточек. 2 мандарина я нарезаю вот такими кольцами. И следующих 2 мандарина я нарезаю уже мелко для начинки. Сразу хочу сказать, конечно же, не обязательно здесь использовать мандарины. Здесь можно в качестве такого желтого фрукта для украшений брать и персики, и абрикосы, манго, кто любит. То есть все на ваше усмотрение, ананасы. Киви нарезаю 1 штуку вот такими кольцами, а остаток уже нарезаю, то, что там и кольца где-то не получились, нарезаю уже вот такими тоже треугольничками. Груши все нарезаю мелко. Здесь груша у меня сорт конференции, то есть груша должна быть спелая, но не должна быть такой жидкой. Конечно, здесь можно и голубику использовать, и бананы, и яблоки, кто любит. То есть все на ваше усмотрение. И черешню можно использовать, и малину, и другие ягоды. Здесь уже главное не брать слишком кислые ягоды и фрукты, потому что сладости, указанные для мусса йогуртового в этом рецепте, тогда будет уже недостаточно. Вот это очень важно. Виноград нарезать не буду. Клубнику просто каждую штуку нарезаю вот так вот на половинки. Здесь очень важно заранее приготовить все эти фрукты и ягоды. Выкладываю вот эти вот полукольца и кольца по бокам. И оставлю еще несколько штук для украшения верхушки этого десерта. И где-то 3/4 нарезанных фруктов и ягод я выкладываю сразу на основу. Пока я нарезала фрукты и ягоды, основа у меня находилась в холодильнике, вот забыла сказать. Оставлю ее опять в холодильнике, уже подготовленную вот эту основу с фруктами, и приготовлю очень быстрый мусс. — 400 грамм здесь у меня натурального йогурта 3,5% жирности, 8 грамм ванильного сахара, 400 миллилитров молока пастеризованного комнатной температуры и 180 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Все это просто перемешиваю. Здесь вместо йогурта вы можете брать также сметану нежирную, кто хочет. Также можно взять греческий йогурт, более жирный, будет еще вкуснее. Набухший желатин разогрела в микроволновке. И сейчас добавляю все это к йогуртовой смеси. То есть делается это все элементарно просто. Желатин здесь у меня 220 блюм.
Это очень важно, потому что если у вас будет желатин более слабый, то десерт может либо не получиться, либо быть очень таким расплывчатым. То есть смотрите обязательно, чтобы желатин был у вас с хорошим сроком годности и чтобы он имел хорошую силу. 220 блюм – это примерно желатин от фирмы Доктор Оеткер с пометкой Gold. Половину йогуртовой смеси я сейчас выливаю уже на подготовленную основу. Обязательно не нужно ни в коем случае все выливать. Остаток ягод и фруктов я выкладываю также в форму. Здесь сразу хочу ответить на вопрос по поводу киви, допустим, и мандаринов, потому что экзотические кислые фрукты, бояться их не нужно. Здесь всего в пропорциях будет достаточно. От киви этот йогуртовый мусс никуда не поплывет. Все это переносится очень хорошо, если у вас будет нормальный желатин. Кто-то будет спрашивать, можно ли это приготовить на агаре. Можно, но вкус будет, немножко странный такой. Я не люблю молочные вот такие муссы готовить на агаре. Сейчас практически до краев я заливаю форму муссом йогуртовым и выкладываю сверху уже для украшения оставленные мной для этого кольца мандарина, также клубники и винограда. Если все-таки кто-то захочет готовить это на агаре, следует взять примерно 10 грамм агара силы 900, довести его до кипения в молоке, который мы используем, 400 грамм молока, до температуры примерно хотя бы 104 градуса. Сразу снять с плиты, остудить до теплого состояния и смешать с другими молочными ингредиентами. Но, как я уже сказала, что вкус молочных изделий, именно произведенных на агар-агаре, это вкус на любителя. Поэтому, прежде чем это делать, лучше, может быть, взять халяльный желатин и с ним уже как-то сделать. Обязательно сейчас убираю эту форму в холодильник минимум на 4 часа. Также показываю, как я это делаю в маленьких формах. Здесь у меня осталось немножко этого мусса. Можно также и в большой какой-то емкости был этот остаток мусса также залить. Я каждую форму обязательно смазала совсем небольшим количеством растительного масла без запаха. Это сделать нужно обязательно, так как мы готовили этот мусс именно на желатине. Изделия на желатине, они обязательно будут прилипать к поверхности. Если мы готовим что-то на агаре, изделия из агара никогда не прилипают к форме. Но с желатином совсем другая история. Остатки ягод я здесь и фруктов выкладываю в каждую формочку. Сейчас я убираю все свои изделия примерно на 4 часа в холодильник. То есть особенно большую форму минимум на 4 часа лучше убрать на ночь. Маленькие, конечно, застывают быстрее. Вот такие они идеально красивые получаются со всех сторон. Итак, десерт у меня провел 4 часа в холодильнике. Маленькие тоже стояли столько же, просто мне не было времени их доставать. Вот такие идеально ровные они получаются. Маленькие эти кексики, так называемые, они идеально отделяются от формы, потому что, еще раз повторяю, мы ее смазывали предварительно совсем небольшим количеством растительного масла без запаха. Сейчас я вырезаю из формы этот десерт. Ничего здесь бояться не нужно. Все прекрасно также отделится от формы, хотя мы ничем ее не смазывали. Можно было выстилать ее, конечно, и ацетатной пленкой, и бумагой для выпечки, но не у всех это есть, поэтому для домашнего десерта я считаю, это не обязательно делать. Форму здесь можно использовать и силиконовую, и также разъемную форму, как у меня. Все на ваше усмотрение. И если в силиконовой форме захотите готовить, обязательно смазывайте края именно растительным маслом, потому что изделие готовим на желатине. Вот такой идеальный разрез получается. Как летний десерт, это незаменимая вещь, я считаю. Десерты подобного плана лучше всего, конечно, нарезать большим ножом, чтобы идеально прорезались все ягоды и фрукты, особенно если вы захотите яблоки использовать для этого. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. Сегодня в данном видео я готовлю по многочисленным просьбам очередной быстрый десерт. В данном видео готовлю знаменитый десерт шапки. Десерт очень бюджетный получается. Готовится из самых простых продуктов, самым простым способом, без выпечки, без желатина и даже без яиц будем готовить этот десерт.
и смотрится как зимняя шапка этот десерт. Сейчас актуально ко всем зимним праздникам. Что же нам для этого понадобится? 500 мл молока, 80 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара. Все это перемешиваю. 20 грамм муки туда добавляю. И 35 грамм кукурузного крахмала. Рецепт этот старый, многие его знают. Десерт очень вкусный получается. Готовиться проще некуда. Если вы новичок, вы можете все эти сухие ингредиенты сначала смешать вместе, а потом уже развести в молоке. Сейчас на умеренном огне, в кастрюле с толстым дном, при непрерывном помешивании доводим всю эту смесь до кипения. Она будет немножко постабильнее, чем смесь на просто крахмале. И более такая у нее будет как бы текстура, такая бархатистая, когда будем пробовать. Вот сейчас, когда пошли первые пузыри, я провариваю примерно еще 20-30 секунд. Будут такие активные пузыри выделяться, и я снимаю с огня. Смесь очень хорошо загустеет. 20 грамм сливочного масла туда добавляю. Все это перемешиваю. И сразу же ничего здесь ждать не нужно. Я переливаю это в те емкости, где оно у меня будет застывать. 8 сантиметров в диаметре у меня стакан. У меня на 3 стакана вот так вот хватит этой смеси. Если у вас стаканы, естественно, будут по 4 сантиметра в диаметре, на 6 стаканов, на 6 порций хватит. Вот именно на пол-литра молока. Работаю очень быстро здесь. Стакан ничем смазывать не нужно. То есть от стакана это все отстает очень быстро. На 1 час убираю сейчас в холодильник. У меня прошел час. Вот так аккуратно, я даже ничем себе здесь не помогаю. Просто немножко его нужно расшевелить как бы. И он сам прекрасно отстает от стакана. То есть от стекла отстает превосходно. Вот такие вот 3 формочки у меня получилось. Обсыпать их можно любыми орехами. Их можно вот так брать в руки. То есть ничего с ним не случится. Десерт очень стабильный получается. Десерт называется «Когда уже гости на пороге». То есть очень быстро готовится. Можете кокосовой стружкой, шоколадом обсыпать все, что вам нравится. Я в данном случае обжаренным молотым фундуком обсыпаю. 20 грамм шоколада молочного сейчас растоплю в микроволновке. И просто сделаю как бы верхнюю часть у этого десерта по типу шапки. Как у шапки бывает кожаная вставка сверху. И посыплю как бы снегом, это кокосовой стружкой. То есть все очень быстро и очень актуально к праздникам, к зимним. Вкуснейший десерт получается. Вот то, чем вы его польете, посыпете с боков, то и будет составляющей вот именно вкуса. То есть здесь вкусы могут очень варьироваться. Десерт тает во рту. Нравится как взрослым, так и детям. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. Сегодня в данном видео я делаю очень вкусный, эффектный мандариновый десерт, приготовление которого займет буквально несколько минут вашего времени, который тает во рту, очень освежающий, особенно после плотного застолья. Готовится он без желатина, без яиц, и также расскажу, как сделать постную веганскую версию этого десерта. Для этого я беру где-то килограмм или килограмм 200 мандаринов свежих, выжимаю из них сок. У меня получается 500 грамм сока. Сок вы можете брать покупной, даже мандариновый или апельсиновый, просто взять цедру 3 мандаринов, чтобы процесс у вас шел еще быстрее. Также снимаю вот таким образом цедру с 3 мандаринов среднего размера. 50 грамм сахара. Сахар здесь берите по вкусу, можно меньше, можно больше брать. 50 грамм кукурузного крахмала. Перемешиваю с сахаром, чтобы не образовались лишние комочки. Из сока я немножко отливаю жидкости в крахмальную смесь. Все это перемешиваю сейчас. Конечно, со свежевыжатым соком гораздо вкуснее и полезнее.
Все это перемешиваю и иду сейчас на умеренном огне при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном. Довожу эту смесь до кипения. Когда пойдут первые пузыри, то есть первые признаки кипения, провариваю еще примерно 20 секунд и снимаю смесь с огня. Она уже готова. Добавляю туда 30 грамм сливочного масла. Для веганской постной версии десерта добавляем 30 грамм кокосового масла. Все это активно перемешиваем и разливаем в ту посуду, в те емкости, где смесь у нас будет застывать. Я беру вот такие узкие стаканы, потом я нарежу порционно этот десерт и беру вот такие вот небольшие розеточки. Все это я сейчас убираю где-то на 2 часа в холодильник. Все будет зависеть от мощности вашего холодильника. Ну, максимум 3 часа и уже будет все это в принципе готово. 3 часа здесь у меня прошло. С помощью ножа слегка я вот так поддеваю сбоку десерт, и он очень хорошо отделяется от стакана. Ничем стаканы я для этого не смазываю. Когда на желатине делаем, там другая совсем история, а вот с крахмалом не нужно ничем смазывать. Разрезаю сейчас порционно. Беру кокосовую стружку, обваливаю каждую порцию десерта. Можно этого не делать, но мне нравится, потому что сейчас в зимнее время очень красиво это выглядит. Украшаю также дольками мандарина и веточками розмарина. Также можно украсить, как вот я здесь показываю, зернами граната. И в принципе десерт уже готов. Десерт очень освежающий. Также можно его, конечно же, сделать и с апельсином, и с ананасовым соком. Все, что вам нравится. Десерт прекрасно держит форму при комнатной температуре, но в то же время он буквально тает во рту. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.